Среди раскаленных песков Ближнего Востока, там, где безжалостное солнце выжигает все живое, скрыта одна из величайших тайн человечества. На протяжении многих веков этот город считался мифом, сказкой, которую бедуины шепотом рассказывали у ночных костров. Место, где скалы кровоточат розовым цветом, а дворцы высечены прямо в сердце гор. Это Петра, затерянная столица Великого Царства, город, который восстал из небытия. Чтобы попасть в Петру, нужно пройти через Сик, извилистый тектонический разлом, узкий каньон длиной более километра. Этот природный коридор служил городу идеальной защитой. Вражеская армия просто не могла пройти здесь строем, превращаясь в легкую мишень для стражей, скрытых на вершинах скал. Идти по Сику значит совершать путешествие во времени. С каждым шагом шум современного мира затихает, оставляя вас наедине с шепотом ветра и эхом шагов. И вдруг, когда кажется, что скалы вот-вот сомкнутся, каньон расступается. Перед изумленным путником предстает она, Эль-Хазне, сокровищница. Величественный фасад, вырезанный в монолитной розовой скале, поражает своим совершенством. Именно это чувство испытал швейцарский востоковед Иоганн Людвиг Буркхарт в 1812 году. Переодевшись арабским купцом и рискуя жизнью, он стал первым европейцем за многие столетия, увидевшим Петру. Его открытие потрясло мир и заставило историков переписывать учебники. Но кто построил это чудо посреди безжизненной пустыни? Строителями Петры были набатеи, кочевое арабское племя, которое появилось на страницах истории в первом тысячелетии до нашей эры. Изначально это были суровые дети пустыни, не признававшие земледелия и каменных домов. Но у них было нечто более ценное – феноменальное знание пустыни. Они знали, где найти воду там, где другие умирали от жажды. Со временем набатеи поняли, что их географическое положение – это золотая жила. Петра располагалась на перекрестке важнейших торговых путей древности.
дороги благовоний. По этим путям шли бесконечные караваны верблюдов, груженные самым ценным товаром того времени – ладаном, миррой, индийскими специями, китайским шелком и африканской слоновой костью. Набатеи стали монополистами-посредниками. Они предоставляли караванам безопасный ночлег, охрану и драгоценную воду, взимая за это огромные пошлины. Богатство полилось в Петру рекой. В период своего расцвета, с 1 века до нашей эры по 1 век нашей эры, Набатейское царство простиралось от Дамаска до Красного моря. Кочевники превратились в космополитов, купцов и гениальных дипломатов. Их столица стала плавильным котлом культур, где встречались греки, римляне, египтяне и персы. И это культурное многообразие отразилось в камне. Архитектура Петры уникальна. Набатеи строили свои храмы и гробницы с нуля, укладывая камень за камнем. Они высекали их прямо в скалах, убирая лишнее. Это требовало невероятной точности и пространственного мышления, ведь одна ошибка скульптора могла разрушить многолетний труд. Строительство велось сверху вниз. Сначала мастера вырезали в скале уступ, на котором могли стоять. Затем, медленно спускаясь, вырубали фасад, одновременно используя отсеченную породу для создания лесов или лестниц. Взгляните на Эль-Хазны. В этом фасаде высотой почти 40 метров слились воедино разные миры. Здесь мы видим греческие коринфские колонны, египетские обелиски, изображения амазонок и крылатых Викторий, а также набатейские ступенчатые зубцы. Долгое время считалось, что Эль-Хазне — это храм богини Исиды или сокровищница египетского фараона, отсюда и название. Однако современные археологи склоняются к тому, что это грандиозный мавзолей одного из великих набатейских царей, вероятнее всего, Ареты IV. Но Петра — это не только Эль-Хазны. Город раскинулся на многие километры. Здесь находится Ат-Дейр, или монастырь, сооружение еще больших размеров, спрятанное высоко в горах. Здесь есть вырубленный в скале амфитеатр, способный вместить более 8000 зрителей, царские гробницы с фасадами, поражающими игрой цвета горной породы, и улицы, некогда украшенные величественными колоннадами. Это был настоящий мегаполис античного мира, в котором проживало до 30 000 человек.
Но как в этом каменном мешке, где выпадает всего от 10 до 15 сантиметров осадков в год, мог выжить и процветать город с населением в 30 тысяч человек? Ответ кроется в гениальной инженерной мысли набатеев. Они были непревзойденными мастерами гидрологии. Пустыня таит в себе две угрозы – смертельную засуху и не менее смертельные внезапные наводнения – флэш-флуды, когда редкие зимние ливни превращают сухие каньоны в ревущие потоки. Набатеи научились обращать обе эти угрозы себе на пользу. Они создали сложнейшую систему водоснабжения. Вдоль ущелья Сик и по всему городу были проложены сотни километров терракотовых труб и каменных желобов. Уклон этих акведуков был рассчитан с ювелирной точностью, чтобы вода текла непрерывно, но не слишком быстро, чтобы не разорвать трубы. Набатеи построили сложную сеть дамб, плотин и водохранилищ. Когда начинался ливень, плотины перенаправляли разрушительные потоки воды в огромные подземные цистерны, вырубленные в скалах и покрытые водонепроницаемой штукатуркой. Вода хранилась в них круглый год, скрытая от испаряющего солнца. Это делало Петру настоящим оазисом, где были даже фонтаны и сады с бассейнами. Немыслимая роскошь для пустыни, которая демонстрировала проходящим караванам власть и богатство набатейских царей. Сегодня Петра – одно из новых 7 чудес света и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно сотни тысяч путешественников проходят через ущелье Сик, чтобы своими глазами увидеть это торжество человеческого духа над суровой природой. Здесь до сих пор живут потомки древних племен – бедуины племени Бду. До 1980-х годов многие из них жили прямо в древних пещерах, пока правительство не построило для них современный поселок неподалеку. Сегодня они – главные хранители и гиды этого места. Их верблюды и ослики – неотъемлемая часть пейзажа древнего города. Петра продолжает удивлять.
Археологи утверждают, что на сегодняшний день раскопано и изучено всего около 15% древнего города. Основная часть Петры все еще скрыта под слоями песка и обломков, ожидая своих исследователей. Этот розово-красный город не просто набор красивых скальных гробниц. Это памятник человеческой изобретательности. Это история о том, как из песка, камня и воды можно создать шедевр, который переживет империи и эпохи. Петра напоминает нам, даже то, что кажется прочным, как скала, может обратиться в прах перед лицом времени, но истинная красота и величие способны преодолеть тысячелетия забвения.